Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Львы не приходят к людям. Никогда. Они обходят стороной деревню, избегают даже запаха человека. Но то, что произошло в одной маленькой кенийской деревне, до сих пор обсуждают по всему миру. Это случилось ранним утром. Солнце только поднималось над равниной, люди едва начали просыпаться. Кто-то разжигал костер, кто-то шел к колодцу. И вдруг резкий крик. Один из мальчиков бросился к взрослым. Там лев. Сначала никто не поверил. Но когда все вышли за пределы деревни, увидели то, что не укладывалось в голове. На границе высокой травы стоял взрослый лев. Он не рычал, не шел вперед, не проявлял агрессии. Он просто стоял. И рядом с ним лежала львица, тяжело дышащая, измученная. Было видно, что она беременна. И что-то явно пошло не так. Ситуация была абсурдной. Дикий хищник сам подошел к людям. И не один. Он привел с собой свою партнершу, явно в беде. Люди встали в полукруг, не зная, что делать. Кто-то уже тянулся к рогатине, кто-то за телефоном. Но никто не делал резких движений. Лев просто смотрел. Он не рычал. Он ждал. Именно в этот момент к месту подошел Обика, местный старик, бывший ветеринар. Он лечил коз, собак, даже обезьян, но с хищником. Никогда. Он посмотрел на львицу и сразу все понял. Срок родов давно прошел, но малыши не рождались. Это родовая блокировка, смертельно опасная без помощи. Медлить было нельзя. Обика вышел вперед. Один. Без оружия. Только с походной сумкой. Его остановили. «Ты с ума сошел? Это же лев!» Но он только кивнул. «Вы видите, что он делает? Он мог бы напасть. Но он не двинулся. Это их последняя надежда». Он подошел медленно. Лев шагнул вперед. Все затаили дыхание. Но не для атаки, он словно освободил проход. Обика опустился на колени. Осмотрел львицу. Затем достал шприц с расслабляющим, аккуратно уколол, выждал. Через пару минут начал помогать. Львица дернулась, но не поднялась. Она была слишком слаба. А через несколько мучительных мгновений произошло чудо. Родился первый детеныш. Мокрый, крошечный, но живой. Потом второй. Обика держал их в руках, завернутых в тряпку, и знал, если бы он пришел на 30 минут позже, было бы поздно. Когда он поднял глаза, лев стоял рядом. Он смотрел прямо в лицо Обика. Без злобы, без угрозы. А потом медленно подошел к детенышам, лизнул одного, затем второго. И только тогда опустил голову к львице. Силы начали возвращаться. Она обнюхала малышей, прижалась к ним. Все закончилось. Жизнь победила. Они ушли через час. Сначала лев, потом львица, прихрамывая. Детенышей несли по одному, осторожно, сжимая в зубах. И когда трава сомкнулась за ними, люди стояли молча. Не от страха. От того, что стали свидетелями чего-то большого, настоящего и редкого. Позже журналисты пытались найти Обика. Он не дал интервью. Он сказал только одну фразу. «Если даже лев может довериться человеку, может, мы не такие уж чужие друг другу». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.